Another one, inauspicious, a fault, something which is wrong, is confusion. When someone becomes just a sec. He's coming. There he is. Okay, yeah, when someone becomes confused, И еще одна разновидность – это путаница, сбитие с толку, смятение. Кто-то что-то упускает, не понимает, они теряют что-то, упускают что-то и делают неправильные утверждения. В тот момент, когда возникает путаница, невозможно правильно понять, что происходит в той ситуации, которая должна быть, по идее, понятной. И Шрила Рупа Госвами приводит такой пример. Кришна и Баларама, когда они были маленькими мальчиками, достаточно маленькими мальчиками, они немного могли ходить, но в большей степени они ползали. И иногда, когда они находились на земле, и играли, ползали, иногда ходили, но вновь потом продолжали ползать. Они увидели, как мимо них проходили взрослые. Гораздо более, конечно же, высокого роста, и они видели, как мимо них проходил мужчина или женщина, и они думали, что это наша мама, это мой папа, и нужно идти за ними. И так они продолжали свой путь либо на своих двоих, либо на четвереньках. Когда они на своих двоих пытались идти за этими взрослыми, это было немного неуклюже, по-детски. В течение они проходили некоторое количество расстояния от своего дома, потом они поднимали свои глаза и видели, что это не наша мама, не наш папа. И они впадали в замешательство и быстро возвращались назад и принимали прибежище своих мамы и папы. Все эти замечательные нектарные примеры описаны. Деяния, которые являют Кришна достойным прославления. С обычной точки зрения, конечно, они выглядят глупыми, неблагоприятными, может быть, даже запретными, которые делать не надо. Но когда Кришна являет такие деяния, эти деяния становятся не только благоприятными, но достойными прославления и поистине чудесными, сверхтрансцендентно благоприятными. И, конечно, волоски Господа также являются сверхтрансцендентно благоприятными. Прабхупада продолжает обсуждать принципы яги, которые совершали те самые мудрецы, святые личности Баришмати, потому что именно ягами и должны заниматься разумные люди, которые под силу понять, как обстоят дела в этом мире. Они должны заниматься ягой, должны совершать ягью, должны совершать жертвоприношения в той или иной форме. И в те дни, конечно же, о которых идет речь, проводились огненные жертвоприношения и другие также жертвенные явления имели место быть. В тот момент, когда проводился процесс поклонения божествам, святые мудрецы восседали на этих асанах, которые были сделаны из травы, которая росла из волосков Господа. Итак, поскольку они понимали очень ясно, что без совершения жертвоприношений жизнь просто затормозится, не будет движения. Более того, по причине того, что жизнь затормозится, приблизится разрушение, суровое разрушение. И вот что мы наблюдаем на данный момент в обществе. Действительно, есть недостаток реального
понимание важности совершения жертвоприношения. Конечно, в Кали-юге есть процесс, который положительным образом может помочь всем. Это Санкиртна-яги. Кроме Санкиртна-яги, все те яги, которые на самом деле были предписаны для совершения в других югах, совершаемых сейчас, даже если они будут иметь какой-либо эффект, то лишь только до какой-то степени в момент совершения проведения этой яги. Да, Шаунака Риши обнаружил, когда Сутага Свами вышел перед собранием мудрецов в лесу Наймишаранья, и в самом начале Шримад Бхагаватам Шаунака Риши сказал: мы совершали огненную яги на протяжении некоторого времени, 1000 лет. Уже достаточное количество времени прошло, как мы начали совершать эту ягу, но, насколько мы понимаем, мы проводим это для того, чтобы создать благоприятную атмосферу, чтобы греховная, деградировавшая атмосфера Кали-юги, которая уже началась, задержится в своем влиянии. И мы делаем это, совершаем эту ягу ради этого блага. Но, насколько мы понимаем, результата никакого нет. И атмосфера Кали-юги оказывает свое влияние и нарастает. Поэтому нам не удается сдержать это разрушение благоприятной атмосферы. Шаунака Риша сказал, что есть один результат, мы получаем определенный результат, и результат, который мы получаем, такой. Наши лица становятся черными от дыма. Больше никаких результатов. Не могли бы вы нам помочь и разъяснить, что же мы должны предпринять, чтобы нейтрализовать неблагоприятное влияние и разрушительную атмосферу Кали-юги? И именно поэтому Свами рассказывает Шримад Бхагаватам, и, конечно, в городе Паришмати святые мудрецы и даже Сваямбху понимали, что каждый из нас должен принимать участие в жертвоприношении. Если мы не будем принимать участие в жертвоприношении яги, то тогда лишь только вопрос времени, когда все придет в упадок и жизнь станет невыносимой. Или, по крайней мере, очень неприятной для всех нас. Наша жизнь просто развалится на кусочки, общество развалится на кусочки, и воцарится бардак. Харе Кришна. Один вопрос или один комментарий мы можем выслушать, потому что дальше у меня видеоконференция, и, пожалуйста, желающие несколько слов мудрости. Джай Шичнандан Прабху, обычно вы красиво высказываетесь. Не желаете ли что-то сказать сейчас? Интересно, да. Да. Это правда. Спасибо вам. В действительности, Харе Кришна. Махарадж, может быть, желает что-то. Сваруб Дамодар Прабху желает что-то сказать. Тогда все. Шрила Прабхупада Ки. И вот здесь, что Шрила Бхакти Чайтанья Свами Махараджа Ки. Вот теперь все.